Здравствуйте, все! Недавняя прямая трансляция BTS, хотя и длилась всего несколько минут, предоставила прекрасную возможность понаблюдать за взаимодействием Чонгука и Тэхёна. Они разделили моменты, которые продемонстрировали их необычайную близость. Где бы они ни находились в комнате, их внимание друг к другу было постоянным, связь была очевидна благодаря едва скрываемым взглядам и жестам, их привязанность была ощутима. На протяжении всей трансляции, несмотря на то, что в комнате было много других людей, Чонгук и Тэхён поддерживали взаимную сосредоточенность, их взгляды постоянно искали друг друга, встречаясь снова и снова. Каждый раз, когда их взгляды встречались, их выражения лиц незаметно менялись, появлялись мягкие улыбки и преображали их черты. В эти моменты они, казалось, погружались в свой собственный мир, оторванный от суетливого окружения. Чонгук демонстрировал явную привязанность к Тэхёну на протяжении всей прямой трансляции, несколько раз он поворачивал голову, чтобы посмотреть прямо на него, и повторял этот жест даже тогда, когда его физическое положение было неудобным. Постоянное пристальное разглядывание Тэхёна демонстрирует искреннее восхищение и потребность поддерживать с ним зрительный контакт. С другой стороны, у Тэхёна есть свой особый способ наблюдения за Чонгуком, он делает это незаметно, положив руку на подбородок, жест, который фанаты давно узнали как привычку, когда он смотрит на Чонгука. Даже не следуя за его взглядом, мы можем понять, что Тэхён смотрит на Чонгука, это фирменная поза, постоянный признак. Один из самых показательных моментов происходит, когда Намджун упоминает, что Чонгук помогал разрабатывать логотип и много времени проводил за рисованием на своем iPad, находясь в Соединенных Штатах. Услышав это, выражение лица Тэхёна заметно меняется. На его лице тут же появляется мягкая улыбка, явно отражающая гордость, которую он испытывает за талант Чонгука. Реакция естественная и спонтанная, демонстрирующая, как достижения Чонгука вызывают у Тэхёна столь позитивный эмоциональный отклик. Еще один примечательный аспект – их синхронизация в определенные моменты трансляции. Тэхён ждет, пока Чонгук допьет воду, прежде чем одновременно выполнить синхронный жест. Эта координация не выглядит надуманной, скорее она демонстрирует привычку, которую они разделяли и повторяли бесчисленное количество раз. На протяжении многих лет динамика отношений между Чонгуком и Тэхёном оставалась неизменной, их отношения не ослабевали со временем, а, казалось, становились все крепче. Привязанность между ними была очевидна по их взглядам, улыбкам и языку тела, глубокая близость, для понимания которой не требовались слова. В Японии идзакая известны как место, где люди отдыхают, пьют и наслаждаются вкусной едой, их название происходит от 3 слов, означающих «место, где можно остановиться, выпить и почувствовать себя комфортно». Эти заведения различаются, некоторые специализируются на свежей рыбе, мясе или региональных деликатесах. Недавно одна идзакая попала в заголовки новостей после того, как стало известно, что ее посетили Тэхён и Чонгук. Владелец даже поделился фотографией их автографов и публично поблагодарил их. Визит вызвал ажиотаж, многие пришли посмотреть именно на то место, где сидели Тэхён и Чонгук. Некоторые даже фотографировались на тех же местах, словно желая заново пережить этот момент. Для многих этот визит стал наглядным доказательством того, что Тэхён и Чонгук все еще вместе. Их место в идзакае находились прямо у окна, куда лился мягкий свет, создавая романтическую атмосферу. Легко было представить, как они сидят друг напротив друга, наслаждаясь ужином, ведя тихие беседы и обмениваясь многозначительными взглядами. Эти небольшие моменты, иногда демонстрируемые публике, служат окном в глубину отношений, которые длятся уже более 10 лет. Еще одна интересная деталь – 2 разных автографа, которые они оставили, это показывает, что их визит был неспешным. Они нашли время, чтобы расслабиться, поговорить и, естественно, пообщаться, очень зрело балансируя между публичной и личной жизнью. В последнем прямом эфире Тэхён также продемонстрировал свои глубокие познания в области десертов, особенно когда он назвал крем-брюле своим фирменным способом. Ясно, насколько хорошо он понимает вкусы Чонгука, это знание можно приобрести только благодаря совместному времяпрепровождению и вниманию к мелким, но значимым деталям.
Чингук сам не из тех, кто выражает свои чувства словами, он предпочитает действия, жесты и небольшие проявления. Будь то поправка микрофона Тэхёна, без просьбы или обеспечения своего места, это самое искреннее проявление его любви. В тишине, которую они выбирают, скрывается давно устоявшееся доверие. Чингуку и Тэхёну не нужно успокаивать друг друга громкими обещаниями, их близость – самое ощутимое тому доказательство. Каждая встреча, каждый взгляд и каждый маленький жест передают чувство безопасности, которое возникает только тогда, когда два сердца по-настоящему знают друг друга. Время испытывало эти отношения на прочность во многих отношениях, расстояние, плотный график и общественное давление приходили и уходили. И все же, вместо того, чтобы ослабеть, их связь только углубилась. Они научились терпеть, не теряя своей теплоты, и научились давать пространство, не теряя своей близости. Многие люди часто не понимают, что крепкие отношения не всегда бросаются в глаза. В тишине повседневной жизни, в простых, повторяющихся привычках, любовь обретает свой глубочайший смысл. Чингук и Тэхён отражают это очень естественно. Для тех, кто понимает, эта история не о домыслах или оправданиях, она о том, чтобы ценить то, что видно и чувствуется. Связь, которая не навязана, не искусственна и не зависит от внешних обстоятельств. Она самодостаточна, цельна и притягательна. И когда свет софитов гаснет и мир снова затихает, остаются только два человека, которые решают продолжать идти вместе. Не потому, что они должны, а потому, что они хотят. Простой выбор, но богатый смыслом, и, возможно, это и есть истинная форма любви. В конце концов, то, что видит публика, это не совпадение или мимолетная иллюзия, это небольшой фрагмент давних отношений. Чингук и Тэхён никогда не пытаются объяснить все словами, они позволяют своим действиям, взглядам и молчанию говорить за себя. В мире, полном шума, их взаимопонимание кажется наиболее искренним. Такие отношения не рождаются под пристальным вниманием публики или ожиданиями фанатов, они развиваются со временем, терпением и общим опытом. Каждый маленький, видимый момент, легкая улыбка, рефлексивное движение или простой жест внимания доказывает, что их связь не хрупка. Напротив, она кажется зрелой, стабильной и глубоко укоренившейся. Особенность всему этому придает постоянство, год за годом динамика между ними остается неизменной. Нет необходимости в излишних доказательствах, потому что близость присутствует естественным образом. Даже в переполненной комнате они всегда находят друг друга, привычка, которую невозможно подделать. Для тех, кто следил за этим путешествием с самого начала, каждая мелочь имеет значение. Отношения Чингука и Тэхёна – это не просто быть вместе, это то, как два человека растут, меняются и все еще выбирают друг друга. Они учатся друг у друга, адаптируются и преодолевают серьезные жизненные перемены. Их любовь не театральна, она проявляется в самых простых и осязаемых формах. В внимании, которое они проявляют без просьбы, в понимании, возникающем без объяснений, и в чувстве безопасности, создаваемом просто присутствием друг друга. Это тот тип отношений, который не нуждается в публичном признании, чтобы быть настоящим. С течением времени остается то, что действительно важно. Чингук и Тэхён показали, что крепкие отношения – это не то, как часто о них объявляют, а то, насколько последовательно они поддерживаются. И, судя по всему, эта связь по-прежнему крепка. Что бы ни принесло будущее, ясно одно – эти отношения оставили глубокий след. Не только на них двоих, но и на тех, кто внимательно наблюдал за ними. История близости, верности и тепла, которая растет медленно, но верно. И, возможно, именно в этом и заключается их красота, в том, как они предпочитают любить тихо, идя бок о бок молча, но с таким глубоким смыслом. Отношения, которые не кричат о внимании, а всегда ощущаются сильные, настоящие и незаменимые. В этом непрекращающемся путешествии Чингук и Тэхён показывают, что любовь не всегда нуждается в определении или навешивании ярлыков. Простое постоянное присутствие, искреннее внимание и готовность понимать друг друга без требований более чем достаточно, чтобы сохранить связь живой и значимой. В конечном счете, то, что скрывается за каждым их взглядом и моментом, проведенным вместе, это история, которая продолжает расти.